Всем салют, я думаю, все просто с выпученными глазами наблюдали за последним днем дедлайна. Ведь на рынке были такие лоты как Иван Проворов, Маршант, Мика Рантанин. Сегодня мы поговорим про одного из них. Вы на канале Где Маклюшка Чувак, и тема сегодняшнего видео Мика Рантанин. Что он скрывает, как оказался в Каролине и почему там ничего не получилось. Куда он перешел на флажке дедлайна и готов ли он бороться за Кубок Стэнли. Все это и многое другое в сегодняшнем ролике. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ваша поддержка мне очень важна. А пока мы начинаем, напомню, что в моем телеграм-канале и группе ВК уже вышел пост со всеми обменами последнего трансферного дня. Возможно, там есть и ваш любимый игрок. Быстрее проверяйте, но теперь точно начинаем. Поехали! Мика Рантанин родился 29 октября 1996 года в Финляндии. С раннего детства он проявлял интерес к хоккею, вдохновившись своим отцом, который был страстным болельщиком и активно поддерживал увлечение сына. Мика начал свою хоккейную карьеру в системе клуба ТПС из Турку, где быстро начал выделяться на фоне сверстников. В первую очередь благодаря технике и физическим данным, довольно редкое сочетание. В интервью его первый тренер в ТПС отмечал, что даже в юном возрасте Мика был очень трудолюбивым игроком, всегда играющим до конца и главное отрабатывающим по всему периметру площадки. Банальность, но он всегда был первым, кто выходил на лед, и последним, кто его покидал. Мика постоянно работал над своими навыками. В 2015 году в возрасте 18 лет Рантанин был выбран под 10-м номером на драфте НХЛ клубом Colorado Avalanche. Его дебют в НХЛ состоялся 8 октября 2015 года в матче против Миннесоты Wild. Но все же первый сезон он преимущественно провел в фарм-клубе Сан-Антонио Рэмпейдж, где стал лучшим бомбардиром команды, набрав 60 очков. В последующих сезонах Мика стал ключевым игроком Колорадо, сформировав одно из самых результативных звеньев в лиге вместе с Натаном Маккиноном и Габриэлем Ландескуком. В сезоне 17-18 он набрал 84 очка, 29 шайб, 55 голевых передач, доказав, что является элитным нападающим. А дальше больше. Кубок Стэнли в сезоне 21-22, титул лучшего снайпера команды и 8-го бомбардира всей лиги в сезоне 22-23. Тогда он набрал 105 очков, 55 шайб и 50 голевых передач. В следующем сезоне Мика не сбавил обороты, его показатели оставались на уровне 104 очка, 42 шайбы и 62 голевых передачи в 80 матчах. И вот, начало нового сезона 24-25. Мика еще не знает, но за этот год его жизнь кардинально изменится. Начало нового сезона для Рантанина выдалось отличным, он набирал больше очка за матч, был лидером Avalanche. Все было как прежде, но были вопросы по контракту. Тогда Рантанин стремился к средней годовой зарплате около 14 миллионов долларов, ориентируясь на контракт Леона Дрейзайтла. Однако Колорадо предлагала сумму лишь сопоставимую с зарплатой Нейтана Маккинона, составляющей 12,6 миллионов долларов в год. В итоге переговоры по новому контракту зашли в тупик, и Колорадо приняло непростое решение обменять Мику в Каролину 24 января 2025 года. Казалось, что Каролина получила звезду, которая поможет им в борьбе за кубок, но все оказалось не так просто. Сейчас у Рантанина в Каролине 13 матчей, 2 шайбы, 4 голевых передачи, 19-49 минут в среднем на площадке, а показатель полезности минус 3. Что же пошло не так? Если кратко, то стиль игры команды просто не подходил ему. Колорадо известен своим агрессивным и быстрым атакующим хоккеем. Команда делает акцент на высоком темпе игры, стремительных переходах из обороны в атаку и активном прессинге. Рантанин, обладая отличными физическими данными и навыками, идеально вписывался в эту систему. Каролина же придерживается более структурированного и оборонительного подхода. Команда фокусируется на контроле шайбы, позиционных атаках и надежной обороне. В общем, из-за ограничения креативности возникли недопонимания с партнерами, а далее давление и психологические проблемы. В итоге Каролина спустя всего 13 матчей начала задумываться об обмене, а скорее даже раньше. От Далласа заговорили сразу, но сделка не была простой. Ключевым моментом стала необходимость подписания нового контракта. По последним данным, Старс сначала договорились с Каролиной об обмене, а после чего Рантанин должен был согласиться на долгосрочный контракт. И вот, долгие переговоры, но контракт все-таки был подписан, сроком на 8 лет с общей суммой в 96 миллионов долларов. Это в среднем 12 миллионов в год.
Взамен Каролина получила Логана Стэнковина и 2 выбора в первом раунде драфта. Мое мнение, шикарный и многообещающий и очень интересный обмен. Главный вопрос, сможет ли Рантанин адаптироваться в новой команде? Конечно, 100% гарантии успеха нет, но по всем параметрам Даллас выглядит для Рантанина гораздо более комфортным вариантом, чем Каролина. В Далласе уже есть мощная атака, и он отлично вписывается в звено, например, с Робертсоном и Хинсом. Старс играют в более сбалансированный хоккей, они не так зациклены на структуре, как Каролина, но и не настолько хаотичны в атаке, как Колорадо. Их система позволяет нападающим получать больше свободы в атаке, но при этом требует дисциплины в обороне. Рантанину здесь будет проще адаптироваться, чем в Харрикейнс. И несомненно, этот переход делает Старс одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Если нет, то как минимум приближает их к такому статусу. Сможет ли Мика снова выйти на уровень звезды и стать ключевым игроком плей-офф? Как вам этот обмен? Удастся ли Рантанину заиграть в Далласе и привести команду к кубку? Напишите свое мнение обязательно в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, а также заходите в мой телеграм-канал в ВК. Там самые свежие новости о хоккее и огненные трансферы. До встречи в новом видео.